Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хотел бы поделиться опытом снятия турбокомпрессора с автомобиля Mercedes-Benz 164 кузов, 642 дизельный двигатель. Кидается маслом турбинка. Гипотеза такая, что вышел из строя картридж турбины и закидывает маслом во впускной тракт. И передняя часть двигателя, как мы видим, закидана маслом. В первую очередь, для того, чтобы снять турбину, нам необходимо снять жабо. Снятию жабо будут мешать дворники. Дворники снимал съемником специальным, потому что обычным расшатыванием их не получилось снять. Вот пользовался вот таким вот съемником. Далее, чтобы легче было подобраться к креплениям, всем креплениям турбокомпрессора, нам необходимо снять теплозащитный экран. Вот находится вот в этом месте. Откручиваем болты крепления кожухов воздушных фильтров. Удаляем трубу между воздушным фильтром и турбонагнетателем, так называемые рога, предварительно разомкнув штекера с датчиков расхода воздуха. Также размыкаем штекерное соединение регулятора давления наддува, демонтируем теплоизоляционный кожух на турбонагнетателе. Далее откручиваем здесь шпильку, чтобы труба ушла вперед. И вот здесь вот два крепления тоже, чтобы труба ушла вперед и мы сняли успешно компрессор. Далее прикупил все необходимые прокладки, сам картридж фирмы Giron. Много было положительных отзывов. Заказывал по оригинальному артикулу турбокомпрессора GT2056V. Это фирма Garrett. Как мы видим, вот здесь выбито это GT2056V. Далее, что нам необходимо сделать, чтобы успешно снять компрессор? Нам в первую очередь надо демонтировать предкатализаторную трубу. Держится он на 3 винтах. Если не ошибаюсь, Е12. Открутили их, сняли трубу, крепится она вот в этом месте, вот таким вот образом. Вот этот винт можно до конца не откручивать, он снимается вот вверх, вот так. Хомут открутили, и труба у нас выходит. Все, теперь у нас появился доступ к 6 болтам коллектора. Чтобы открутить легче было, откручиваем трубу вентиляции картерных газов. Выглядит она вот так. Прикупите новые прокладки, потому что старые уже, как видите, не годятся для повторного монтажа. В 2 креплениях крепится к самому коллектору турбины. В 2 местах крепится на самом блоке. Это открутили. Затем откручиваем 2 винта Torx с самого картриджа. Вот в 2 местах. Это открутили. Затем откручиваем еще 2 болта крепления вот в этих вот местах. Будет трудно, но лучше иметь головки 1,4 дюйма. Там удлинитель будет тонкий, нам легче будет открутить вот в этом месте болт. Так как головка на 1,2 дюйма, подобраться к ним тяжело, но возможно.
Теперь дошли до располовинивания самого компрессора. Откручиваем винты. 6 винтов с горячей части и 6 винтов с холодной. С холодной части он выходит очень легко, не прилагая больших усилий. А вот с горячей части будет его крайне трудно вытащить. Я вот смачивал все хорошо ЛД, оставлял на ночь, обстукивал молотком, но не сильно. Резиновым молотком делал это все. На второй день после смачивания он успешно вышел с своего места. Вот. Имеется осевой люфт, если мы видим. Сейчас помою геометрию и буду собирать в обратной последовательности. При разборке турбины запоминать расположение улиток относительно картриджа нет необходимости, так как есть здесь такие вот так называемые направляющие на холодной части, которая должна становиться ровно сюда в паз. И здесь есть направляющая, которая ровно должна попасть вот в этот паз. Что могу сказать по самому картриджу? Он уже приехал отбалансированный. Отчет о балансировке был уже в комплекте. Уплотнительное кольцо, которое становится в этот паз на холодной части. Чтобы определить подлинность данного продукта, на сайте было несколько факторов, по которым мы можем определить, настоящий это картридж или нет. То есть идет отчет о балансировке, комплект прокладок, лазерная гравировка. Ну и по коробке здесь голограмма. Все упаковано вроде бы хорошо. Много было положительных отзывов по именно данному картриджу, что я и купил. По цене вышло около 9000 рублей, плюс прокладки около 3-4 тысяч рублей. Обратите внимание на вот эти вот прокладки. Здесь есть стороны. Вот таким образом выглядит, если стоять лицом к водителю, открыв капот. Вот так выглядит левая, вот так вот правая. Вот я их уже прикупил. Ну что, буду теперь собирать. Геометрию я уже почистил, все собрал на место. Работает все хорошо, без закусываний. Теперь самое время установить сам картридж. Вот эта вот тяга должна располагаться в этой прорези, чтобы приводила в действие геометрию. Вот эту тягу. Необходимо точно попасть в свое место. Попал. Работает. Закручиваем все болты на свои места. Самый сложный момент — установка уплотнительного кольца.
готово. Так, ну что, пришло время установить холодную часть турбины. Как я уже говорил ранее, здесь есть направляющая, которая необходимо попасть в отверстие в самом картридже и совместить тяги. Делаем это одновременно. Все, готово. Тягу мы попали. Теперь закручиваем болты. В данный момент я устанавливаю стопорное кольцо. Стопорное кольцо. Тяги регулировки геометрии. Успешно. Все, компрессор готов к установке. Кому интересны моменты затяжек всех болтов, оставлю их здесь. При установке турбины необходимо залить в него масло через соединительный штуцер подающего маслопровода. По итогам проделанной работы остался доволен. В первую очередь улучшилась тяга. Автомобиль едет резво, как новый. Уйдет ли проблема масла во впуске, пока не могу сказать. Сделаю обзор попозже, через 2-3 тысячи пробега. Пока подписывайтесь, пишите вопросы в комментариях, то, что думает и знает по этому поводу.